Всем привет, это Ос, и сегодня очень крутой день, потому что буквально через час мы с Федосом едем тестить фэтбайк. Причем не какой-то обычный фэтбайк, а настоящий хромолевый Surly. Ну а сейчас я направляюсь в Big Toys для того, чтобы взять этот велосипед. Ну и пока буду ждать Федоса, расскажу вам немного об этом агрегате. Ну что же, вот наш монстр, это Surly Ice Cream Truck. Это не обычный фэтбайк, а трейловый фэтбайк. Это значит, что на этом велосипеде можно врываться по тем же трейлам, по которым летают МТБшники, но вместо амортизаторов, вместо двухподвеса у вас жирнючие покрышки. Построен он на хромолевом фреймсете. У него трейловая геометрия. Задний треугольник короче, чем у стандартных фэтбайков, что дает ему лучший рывок, больше момент на разгоне. И, соответственно, он становится более маневренным, более юрким, лучше идет по трейловой трассе. Рамы Ice Cream Truck, как и туринговые модели, имеют внутри антикоррозионную обработку и декоутинг. Это значит, что он как бы прокрашен внутри, но конкретно эту модель Surly говорят, что лучше внутри дополнительно еще пройтись антикором, если вы планируете использовать его в каких-то жестких зимних условиях. Ну и кроме того, что этот байк можно использовать на трейлах, конечно же, количество всех креплений предполагает то, что его можно использовать и под туринг. На вилке можно видеть крепления для багажника снизу, сверху, ну и, конечно же, отверстие в короне вилки. А кроме того, центральные бомки снаружи и изнутри, для того, чтобы можно было поставить так называемый лоурайдер. И сзади трипак стандартный для Any Cage. Это трейловый байк, поэтому большого количества креплений внутри рамы нет. Ограничен только двумя бонками под флягодержатель. Но по сути, если вы на таком велосипеде будете ехать в тур какой-то зимний, то лучше ставить внутрирамный полный треугольник, и тогда эти бонки просто бесполезны. А все, что внизу, почему внизу нет бонок? Потому что снегом будет забиваться этот узел, и смысл сюда вешать что-либо вообще отсутствует. Сзади на верхних перьях мы также видим стандартное крепление под багажник сверху и снизу. Еще одна интересная особенность — это то, что этот велик полностью на осях. Это придает велосипеду дополнительной жесткости. И на трейлах он не будет чувствоваться вялым каким-то, будет четко отрабатывать все повороты, ну и идти как спортивный агрегат настоящий. А по резине здесь стоят Surly Bud 26 на 4,8. Это, наверное, самые большие жирные покрышки, которые я когда-либо видел на фэтбайке. Они просто нереально огромные. И протектор очень мощный, зубатый, будет грести вообще где угодно. Рядом с таким байком мой велосипед чувствуется просто шоссейником каким-то. Разница между 3.0 и 4.8 визуально даже просто колоссальная. Ну а теперь по оборудованию. Тормоза стоят SRAM Level, гидравлика. Вот такая нарядная, красивая. Спереди ротор на 180 мм, ну а сзади ротор на 160. По трансмиссии здесь 2 на 10, спереди Dior, сзади Shimano SLX, большая звезда на 36, малая, если не ошибаюсь, на 22, 175-е шатуны Surly, безумно красивые. У меня на моем велосипеде точно такие же, только под более узкую ось. Ну а сзади у нас кассета 1136. Казалось бы, можно было бы поставить 40-42, но с учетом того, что спереди звезда очень маленькая, 22, то и 36 хватит с головой. В общем, ребята, вел просто бомба, и я не дождусь Федоса, чтобы уже поехать катать. Единственное, что сейчас поменяем колеса на тестовые, для того, чтобы родные не убивать, и покатим. Сейчас поедем на этом желтом красавце прямо в парк Муромец. Найдем какие-то крутые места и покажем вам, что такое фэтбайк и как на нем можно кататься круто. Нравится фэтбайк? Пушка. Жирнючий велик на жирнючих колесах. Будемо їхати карати ґрунти. Ха-ха-ха!
В общем, прокатились мы круто на фэтбайке. И сейчас Федос расскажет свои ощущения от этого агрегата. Ну, естественно, в сравнении с тем великом, который есть у него, а у него шосик. За рахунок широкого колеса фетбайк виступає як лижня. Ну, типа, ти не можеш нікуди провалитись, ні в пісок, ні в ґрунт. За корні чувак просто цепляється, починає тебе викидувати куди хочеш, будь-який обхил, будь-який пісок, типа, це все твоє, всюди ти проїдеш. Ну, круто, само собою. А велик, взагалі, типа, фетбайк імбова штука, бо те відчуття безнаказаності він дарить, типу, як ні один інший велик. Тобто, ну, отак от. Тобто можеш навіть тролейбуси насмерть збивати, ланоси, таксистів, якого хочеш. Ну, а у меня ощущения тоже очень интересные, потому что велик имеет геометрию более трейловую, то есть у него чуть короче задние перья, чем, например, у моего велосипеда. Он ощущается одновременно и юрким, и стабильным. На кадрах с мостика вы видели, как я поехал на вилле на этом велосипеде, и я буквально с третьей попытки вышел на точку равновесия, и он шел как по рельсам, прям как паровоз какой-то. Ощущение непередаваемое, и мне очень понравилось. На этом можно и в тур поехать куда-то, и зимой в тур поехать, и просто по фану поехать на какие-то трейлы и налегке погоцать по всяким тропинкам, даже там, где гоняют МТБшники, спортсмены всякие. Тим більше там, де катають МТБшники. Ну а по ощущениям еще что интересно, я заметил, если накачать сюда где-то 2 атмосферы, то велик имеет очень даже неплохой накат. Ты ожидаешь, что он будет такой типа вязкий, унылый, но по факту он валит очень даже ничего так. А когда ты выезжаешь на оффроуд, то ты сбрасываешь давление до 1 атмосферы где-то, и он уже становится такой максимально проходимый. Короче говоря, мы реально кайфанули с Федосом от этого байка. Причем, что круто, у Шурли, как всегда, можно взять просто комплитом и не париться, а можно собрать кастом на такой раме. В описании вы найдете все ссылки и на комплит вот этот, который сейчас есть в магазине, ну и контакты, по которым можно связаться и сделать заказ такой рамы, либо такой, как у меня. В общем, все что угодно, Шурли, Сальса, вы знаете. В общем, я надеюсь, что вам было интересно посмотреть на настоящий фэтбайк Сёрли в боевых условиях. Конечно, это не зима, а просто вот как бы по полю покатались, по оффроуду немножко. Но в любом случае это уже дает некоторое представление о том, как ведет себя велосипед и какие он ощущения дарит и передает в катании. В общем, если вам понравился видос, обязательно поддержите его лайком. Не забудьте подписаться на канал и нажать на этот вот внизу там колокольчик, потому что это очень сильно влияет на продвижение канала. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья. Пока. Пока. Речка в хату.